Эта история произошла в нашем районе несколько лет назад и прогремела на всю страну. Не скажу, что слова это имело положительный оттенок, но все-таки задуматься здесь есть над чем. Тех ли существ мы называем животными? И достаточно ли обладать прямохождением и уметь говорить, чтобы называться людьми? Дело было ранней весной, когда поля готовят к посеву. Трактористы вышли в поле после долгой зимы, чтобы проборонить подготовленные пашни, насытить землю кислородом и подготовить к внесению удобрений в почву. Вот и Артем, крепкий взрослый мужик, всю жизнь проживший в деревне и имевший большую семью, трудился на своем Беларуси наравне со всеми. Привычным движением он закрепил барану на прицепку и отправился в поле. Ему досталась крайняя деляна, которая находилась прямо возле леса. «Это хорошо», — подумал Артем, — «меньше народа, больше кислорода». Артем с детства не особо любил общество. Ему больше по душе было одиночество и тишина. И только в своей семье, где кроме жены у него еще было 2 дочери, школьница и сын-дошколенок, он, казалось, мог полностью открыться. Часто, играя с детьми, он забывался и был счастлив, как ребенок, весело смеясь и вместе с ними придумывая новые забавы. Жена даже изредка ревновала его, говоря: «Кажется, ты только их любишь, а со мной не такой, холодный что ли какой-то», на что он молча ее обнимал, прижимая к себе. По прибытию на свой участок Артем решил немного перекурить перед работой. Заглушив свой трактор, вышел на улицу. Тут пахла свежесть его, такая свежесть бывает только ранней весной, когда снег только-только сошел, и земля напиталась талой водой, набравшись сил и приготовившись дарить жизнь новым растениям. Мужчина гляделся по сторонам. «Эх, хорошо», — подумал он, — «и что может быть лучше, чем вот так, один на один, с землей, с солнцем, с природой? О нет, не понять мне этих городских с их душными тесными офисами, вечно куда-то спешащими и все время везде опаздывающими». Так думал Артем, снова запрыгнув на свое рабочее место и запустив двигатель своего трактора. Он вышел на пашню, опустив барану, и приготовился уже дать газу своему железному коню, как вдруг его внимание привлекли странные звуки. «Что это?» — подумал Артем. «Волки воют, что ли? Да и из чего вдруг?» Он прислушался, высунувшись в открытую дверь трактора. И правда, вроде волки. Странно все это. Мужчина в раздумье занял свое рабочее положение и нажал педаль, давая трактору обороты. Трактор, заревев, выпустил облако сизого дыма и потащил за собой широкую барану, оставляя ровный след взъерошенной земли. Миновав участок леса, он поравнялся с делянкой, которая клином врезалась в лесной массив, представляя ровную площадку, на которой сейчас не было ничего, кроме прошлогодней засохшей травы. Но тут взглядом мужчину представилось то, чего он не видел еще ни разу в своей жизни, да и вряд ли кто-либо видел. На этой полянке посреди белого дня собралась целая стая диких волков. Одни из них безудержно выли, закидывая морды вверх и нетерпеливо переминаясь с лап на лапу. Другие обнюхивали какой-то странный предмет, похожий на черный куб, но все они явно желали привлечь внимание человека. Артем остановил свой «Беларус», желая понять, что происходит. Не глуша двигателя, мужчина вылез на подножку трактора, вглядываясь в волчью стаю. Волки, поняв, что их заметили, начали вести себя еще более странно. Они выли, подбегая ближе к трактору и снова возвращаясь к непонятному предмету. Некоторые из них скребли лапами этот куб и даже грызли зубами, оставляя белые полосы. Артем уже не раз за свою жизнь встречался с волком в лесу, и всегда они расходились мирно. Он знал, что волк не будет нападать без причины, а у этих причина есть. Но не для нападения, а вот для такого странного поведения. Мужчина выпрыгнул из кабины трактора и встал рядом с ним, ожидая последующих действий волчьей стаи. Волки, увидев, что они добились своего, перестали выть, и даже многие успокоились. И только самые упорные продолжали рвать и кусать этот неподающийся странный куб. Поняв, что человек хочет подойти, хищники один за другим стали таять в лесных просторах. И вот уже последний серый хвост, мелькнув между кустов, исчез, будто его здесь никогда и не бывало. Выждав еще немного времени и взяв в руки монтажку,
мужчина стал приближаться к неопознанному предмету. Артем уже понял, что это был ящик, грубо сколоченный из разных досок. Но вот откуда он взялся и что в нем лежит, это еще предстояло выяснить. Он подошел к ящику, все еще поглядывая в сторону леса на случай, а не захотят ли наши серые друзья вдруг вернуться. Но вскоре он совсем забыл о волках, когда услышал, как из ящика раздался детский плач. Как? Что? Как по сердцу рубанул мужчину этот плач. Он заглянул в щель и увидел, как над ней лежит совсем маленький ребенок. Кажется, он только проснулся и начал кричать. Артем, засунув монтажку между досок, надавил на нее. Доска вместе с гвоздями охотно подалась, выходя из своего места. Мужчина схватил отошедшую доску и одним рывком вырвал ее с корнем. Каково же было его удивление, когда на дне этого, наспех кем-то сколоченного ящика, он увидел не одного, а сразу двух детишек. На вид им было не больше полугода, и они были замотаны в какие-то тряпки, и, скорее всего, если бы мужчина не заметил и проехал мимо, то они просто тут замерзли бы. Ком подкатился к горлу мужчины, а на глазах выступили слезы, когда он взял на руки этих малышей. Он изо всех сил старался не заплакать. «Да кто же с вами так?» Безрезультатно спрашивал он у найденышей, а те только улыбались ему в ответ и тянули маленькие ручки. Мужчина положил детей в кабину трактора и, оцепив барану, поехал в деревню. Взглянув еще раз в сторону леса, он про себя сказал: «Спасибо вам, серые, если бы не вы, не жить бы этим крохом. Да не проборонить мне сегодня свою делянку», — думал мужчина, направляя свой трактор на дорогу, ведущую в деревню. «То-то бригадир орать будет». «Да ничего, жизнь, она важнее», — решил Артем, поглядывая на сопящих на сиденье детишек. Артем остановил свой трактор возле сельского медпункта, и когда местные фельдшеры увидели находку парня, то удивлению и возмущению их не было предела. Конечно же, была вызвана полиция, и уже буквально через полчаса вся деревня знала о том, что произошло с нелюдимым Артемом на пашне. Полицейский долго пытал тракториста вопросами о том, как тот нашел детей. Видимо, не мог до конца поверить в историю с волками. Они даже вместе выезжали на это место для осмотра, чтобы зафиксировать документально слова нашего героя. И на самом деле криминалист, вызванный из города вместе с опергруппой, подтвердили, что следы, обнаруженные на месте происшествия, принадлежат именно волкам. В общем, очень скоро удалось установить, как и откуда взялись эти братья-близнецы. Оказалось, что подкинуты они туда были с собственной же матерью, живущей в соседней деревне, за пару десятков километров отсюда. Женщина вела моральный и разгульный образ жизни, и, как оказалось, посчитала, что эти дети ей не нужны. И вместе со своим сожителем решили ночью вывести детей и оставить их там, где, по их мнению, их обязательно должны были найти. Хотя кто их должен был найти посреди чистого поля за деревней, ни она, ни ее сожитель так пояснить и не смогли. Но зато они чуть ли не с удивлением рассказывали, что придумали положить детей в ящик специально для того, чтобы ни волки, ни собаки не могли причинить им вреда. Вот такая вот родительская забота. А Артем, тракторист, нашедший близнецов в поле, очень переменился с того времени. Кажется, он еще больше привязался к детям, проводя с ними все свободное время. Через какое-то время он по личной инициативе организовал детский кружок авиаторов и конструкторов, где, собрав всю деревенскую детвору, они вместе конструировали и автомодели. Да, и совсем забыл сказать, да и вы, наверное, совсем не удивитесь, если услышите, что совсем скоро в семье Артема снова случилось пополнение. У него стало сразу на 2 сына-близнеца больше. Да-да, долго раздумывая и трудно разговаривая с женой, они все-таки решили усыновить брошенных младенцев. Не мог Артем поступить иначе. С того самого времени, когда он впервые увидел их, оторвав доску со злополучного ящика, они запали ему в душу. По ночам снились, а днем из головы не выходили. Где 3, там и 5, решили они, забирая близнецов из дома малютки. И еще неизвестно, как бы все сложилось, если бы не та самая волчья стая, изо всех сил старающаяся привлечь внимание человека. Вот и подумайте после этого, кто на самом деле человек, а кто животное. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк,
а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.